Всем привет, всех обнял, приподнял, с вами Иллинойс, и я продолжаю проходить кошатницу The Cat Lady. В предыдущей серии мне не удалось тут разделаться с этой семейкой каннибалов. Игра у меня баганула, клавиши не реагировали, ну и плюс там еще та серия так растянулась надолго, что надо было уже заканчивать. Много очень болтологии было. Ну все, я выполнил все действия необходимые, которые я на видео делал. И теперь мы сейчас с вами будем разделываться с этими двумя придурками, маньяками. Так, я спустился в подвал, и тут, кстати, есть быстрое сохранение. Вот какие дела. Представляете? Вот этот момент я упустил. А это очень удобно. Не надо заходить там постоянно, сохраняться, выбирать что-то такое. Быстренько сейванулся и быстренько еще загрузился. То есть очень удобно. Так, ладно, давайте-ка сейчас мы сделаем следующее. Нам надо позвонить. Погоди. Вон ты как заговорила. Вон ты как запела. Подожди. А как быть? Подожди-ка, а если я сейчас позвоню? Ну, мы слышим звонок. Подожди-ка. Ну, это клуша не пойдет туда, разве? Мне надо как-то... Воу, ё-моё! Да что ты будешь делать? Да что ж ты так... Идешь очень долго. Паршивая медсестра. Тварь. Так. А как быть? Не, ну отсюда сигнал не идет у нас. Интересно. Или подожди, или в подвал спуститься. Нам надо что? Нам надо услышать, как эта херовина дойдет до туда. Возьмет трубку. Мы пойдем возьмем пестициды. И пойдем спустимся в подвал. Так, окей. А зачем тогда мне вот эта ловушка? Секундочку, подожди, А я пробовал, да? Но мы тут не слышим.
Подожди, может быть. А, точно. Подожди-ка. Точно, точно, точно. Ползет эта херня. Угу. Так. Нам быстренько надо идти сюда. Взять. И под стол свалить. Ага. Так и есть. Ху-ху-ху-ху-ху. Так, хорошечно. Все вышло. Делаем сейв. Обязательно. Пока я не понимаю, зачем захват на кошек нам нужен. Очень чего не понимаю, того не понимаю. Так, значит, вылить. Нам надо найти какую-нибудь защиту. А там ключ лежит, это, наверное... Я понял. Это, короче, не ловец кошек. Ловца кошек они убили. И пользуются его фургончиком. Вопрос такой. Нам как-то надо... Нам надо как-то... Во! А почему... Все понял, я не так сделал. Надо было по-другому. Тогда я просто возле ванны это делал, а надо было смотреть на ванну. Потом применять этот ловец. Ну, окей. Так, хорошо. Мне вот интересно, если честно, узнать, зачем нужна была голова. Когда мы убирали этого доктора, голова куклы. Наверное, может быть, ее надо было куда-нибудь приделать, и циркулярная пила для чего нужна была. Надо будет, наверное, на ютубе глянуть, зачем это все применялось туда. Господи, какая ужасная вонь. Но что это? Похоже, этот идиот делает все, чтобы его адская женушка... делает все, что его адская женушка говорит ему. Он принес свой противогаз сюда. Я возьму ее. Возьму его противогаз. Ему она больше не понадобится, когда я закончу. Так, великолепно.
Ну все, сейчас пойдем разваливать. А женушки засадим промеж глаз из дробаша. Так, значит, мы что делаем? Мы сейчас делаем следующее. Мы надеваем противогаз. Прекрасно. Теперь выливаем это дело в ведро. Хорошо. И выливаем. В смысле? Все, братан, откинулся. Тихо, 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 ублюдок. Отдыхать, ублюдок. Ну где там эта проститутка? Ты. Шляндра, ты где? Объявись. Медсестричка. Шаболдина. Давай, давай, иди сюда. Я тебе сейчас засажу знатненько так. Свинца. Ах ты. Падаль. Тихо, тихо, тихо. Ах ты, пошла нахер. Так. На. Хитрюшка, ты посмотри, прям такая, прям хитрая, прям вся из себя. Захотела меня неожиданно так завалить. Глава 5. Осталось у нас еще 3 главы. Иные цветы никогда не тянутся к солнцу. Miss Ashworth, I was worried sick about you. Are you all right? How did you get back? I walked. You saw something terrible in that fog, didn't you? I saw a monster. Так, мне надо принять ванну, да? Ага, долгую горячую ванну. Да еб... Miss Ashworth, I need to ask you something. Can I come in? I'm in the bath. Is it something important? Yes, very important. The fate of the world depends on it. Ну, ладно, давай You can так. come in if you promise you're not a lesbian. A lesbian? I told you I had a boyfriend, Miss A. Both girls shouldn't get embarrassed of each other. Where do you get ideas like that? I don't know. It seems everyone is gay these days. Now, that's okay with me, don't get me wrong. But I don't necessarily want a lesbian to stare at my boobs, if you know what I mean. Miss A, if I want to stare at some boobs, I'll take my top off and look in the mirror. Right. Come in then. I'm cooking up some pancakes. What do you like on yours? We've got strawberry jam, maple syrup, and chocolate spread.
давай. Нет, ну мы будем с ней гостеприимны и доброжелательны к ней. Поэтому... давай, наверное, вот Oh, это. nice. I like pancakes. I'll have one of each. Oh no, you'll have 2 of each. I made so many that'd be enough for an army. I don't really eat much. That's because you haven't tried my pancakes yet. And if you don't leave me alone now, I never will. Really? Why? I can smell something funny. I think your pancakes are burning. I'm so full up. Where did you learn to cook like that? My dad taught me. He was the king of pancakes. I'll wash up, if you like. I can do that. I like washing up. You do? Really? Really. I'm a good girl. And this is my treat for you, after all. Looks like we got the rain back. I almost felt like something was missing. Do you think it will ever stop? I mean, what if it doesn't? Then it will rain for 1,000,000 years. I'm not sure I get it. What's the point of that? What did you say it was called again? For the 3rd time. Social network. Why is it so difficult to remember? I just find the whole idea really stupid. Why would I want to tell people that I'm having a shit day? So maybe you would feel better for sharing it with your friends. But I don't have any friends. No, you wouldn't with this attitude. You, on the other hand, seem to have 274 of them? How is that even possible? Well, what can I say? I'm very likable. Wow, that's pretty cool. So, they come every time you play the piano? Yeah, I don't really play that often. Mostly when I feel really sad. Maybe I actually play more often than I thought. You saddo. I know a song written just for you. Remind me to play it to you sometimes. It'll cheer you up. It's called All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Flowers, yeah. Of course they do. Do you know it? It's written by Jeff Buckley. He would have been bigger than Cobain, you know. I never heard of him. He probably didn't. He drowned in Mississippi when he was only young. Так. Походу. А, нет. А я думал, сейчас это на нас начнет нападать. I've created a profile for you. Maybe now you'll learn how to use it. What am I going to do with it? Just look for people you know. Invite them, talk to them. It's a good way to keep in touch. Maybe you could refresh some old friendships? I don't know. I can't think of any names. I probably never really cared enough about anybody. How about people you went to school with? Your old colleagues from work? Nope. Friends. 0. At least they're right about one thing. I'll add you later. That'll be a start. I made us some coffee. Sit down and talk to me for a moment. I'm having a bad day. Could do with some company. Sure. Coffee sounds great. Так, отлично. Пойдем кофейку долбанем. What's wrong, Mitzi? Well, I'm not sure how to get started with this thing. I've been thinking about it the last few days and I just don't seem to get any good ideas. Maybe I've been a fool all along, deluding myself that I could find where that sick bastard is hiding. Maybe I can help you. I have lots of free time, you know?
Last night, I made this, well, map. I made a map. This is our building, all 4 floors. There are 2 flats on each floor. You really want to help me? That's so great, Miss A. How will I ever pay you back for this? I'll think about it later. But we haven't found him yet, have we? No, but I feel that together we stand a chance. So, let's talk about it. What do we know already? Так, живет. Я знаю, что грубый лысый мужик живет. I know that rude, bald guy lives in flat 6. I told you about him, didn't I? I think so. It's that guy who came complaining about the noise, right? Right. That's Brian Palmer. Let's mark him on the map. What else do you know about him? Not much. Wait. I remember some woman lived there with him. I've not seen her for ages. They must have split up. Could he be our potential suspect? Ну, не знаю. Можно попробовать. I suppose so. Think so. Okay. Let's take a closer look at him then. We can cross off our flat, of course. Yep, good. That leaves us with only 7 flats. Also, there's an old man in flat 5, right opposite the Brian's place. I'm pretty sure one of the flats is empty. Which one? I think it's the one on the first floor. There's an odd married couple that lives next door. Yeah? What do you know about them? Well, the man is called Joe Davis. He seems nice, quiet type. But I heard him shouting a couple of times, and he sounded almost like a different person. Like a madman, you know? I gather they must have some serious relationship problems, and they're trying to sort them out behind closed doors. It's impossible to hide this personal dirt from your neighbours. I know it's none of my business, but I can't just plug my ears and pretend I don't hear what's going on there. And the wife? Ivy Davis. Or Вот, is it Ivy. Sophie? I can't remember now. Anyway, she's very polite. Always says hello when we pass by each other in the hall. She's one of those size 00 ladies. So skinny you could easily take her for a coat rack. A walking skeleton. I bet she only eats a leaf of lettuce a day, or nothing at all. She looks quite ill, actually. Anything else? They used to have a cat, Lucifer. I often wonder what happened to the poor little chap. Так, вот эти ребята, это мы из этого, из игры Downfall. Софи, которая все время думала, что она жирная, а на деле она сумасшедшая была, она похудевшая, ну, анорексичка, короче. Вот, такие дела. Дальше смотрим. There are strange noises coming from flat 7. Interesting. What kind of noises? Like screaming, explosions, guns. Then there are threats and insults shouted very loudly at someone. I think I might know what's going on there, but it's worth checking anyway. Do you know the person who lives in that flat? No, I don't. It's the top floor. I have no business going up there. All I know is what I overheard from neighbors' gossips. Так, смотри, надо было, когда мы спускались вниз, пол, надо было по этажам пробежаться. Ну, тоже знал, ну ладно. Sometimes I hear a dog barking on floor 1. First floor? Where you said one of the flats was empty? Yes, which means the owner of the other flat keeps a dog. I hate dogs. Huh, tell me about it. Noisy, smelly creatures. Can you imagine the Eye of Adam being a dog lover? Can't see why not. In that case, it might be worth looking into. There's a woman with a baby living upstairs. No husband? I'm not sure.
I hardly ever see her. When I do, it's usually in the hall, when she's pushing a pram with a baby inside. She always has tons of shopping hanging from it. I nearly asked her once if she needed help to carry it upstairs. And? I hesitated for a moment, and by the time I offered, she grabbed the baby and the shopping bags and marched off upstairs. Так, хорошо, похоже, это все, что мы знаем на данный момент. I think that's all that we know at the moment. You mentioned a pram. This reminds me, I found an old baby pram in my bedroom among all the stuff. Do you have kids, Miss Ashworth? You never talk about it. Why do you want to know? I'm just curious. I like meeting new people and getting to know them. I can tell there's some dark secret you've been keeping to yourself for a long time. You might feel so much better if you share it with someone. Do you see any kids here? I must have gone blind, because I can't see any myself, and you're acting like this place turned into a fucking preschool. Why don't you just leave it alone? Oh, please, you can't do that. I'm feeling really guilty now. I didn't mean to upset you. I just really want us to be friends. I swear to God I could do with one. I'm not very good at friendships. I thought that was rather obvious. Friends should trust each other, you know. I told you about Jack and everything else. Why can't you just do the same? You told me about Jack because you wanted to. I didn't force you, did I? My private stuff is nobody else's business. Why does everyone want to remind me of this all of a sudden? Isn't 10 terrible years of suffering enough to let go and never bring it up again? Even for me? Miss Ashworth, I'm so sorry. Your mug, it was an accident. You know, just leave it. I don't even care anymore. Окей. Ну, тут выбираешь вроде бы такой нормальный ответ. Но ты видишь детей здесь, ну так шуткуя. А на деле оказывается, что ни хера. Такое ощущение, что кто-то в шкафу сидит, спрятался и оттуда стучит. Что его заперли в шкафу. Вот реально такой звук. Who is it? Hang on a second. Flowers. What's that in your other hand? Go away. Leave me alone. Ты кто такой вообще? Хер, ты кто такой вообще? Ты откуда? Чё за... Что это за чмо? Кто это был? Погоди, ну это же был, наверное, хер, да? Шоколадный глаз, кто там? Адамов глаз.
Походу он. Ё-моё. Хера мы. Куда попали? Я не вижу здесь ничего полезного, только старые запчасти от лодок и пустые канистры. Не могу понять большую часть. Сплошной технический текст. Стоп, что это? Минимальное количество пассажиров 2. Как странно. Подъемник. Подъемник. Он опустит меня отпустит меня под воду. Выглядит не очень безопасно, но, возможно, это единственный выход отсюда. Нет электричества. Он должен включаться откуда-то. Может быть, из того здания в начале пирса. Ни хрена себе. Ну это 100% этот шоколадный глаз. А может быть нет. Ну, посмотрим сейчас, разберемся. Так, скорее всего, она просто развалится, если я сяду в нее. Она такая старая и прогнившая. Так. Навесной замок. Смотреть. Ну, я не знаю, код. Ну, понятно все. Подожди. Так это же наш дом. Эта комната. Почему обязательно должна быть эта комната? Закрыта. Ё-моё, да что ж ты будешь делать-то? Что такое случилось? Стена? Похоже, я заперта в моей собственной гостиной, хотя это не совсем моя квартира. Я очень надеюсь, что не моя. Не думаю, что мне хватит силы пробить эту стену. Что такое? Что творится-то? Так, странно, задняя часть зеркала немного шатается. Может быть, за ним есть секретная полость? Мои пальцы слишком толстые, нужно что-то острое, чтобы подцепить. А что именно? О, тряпка. Сдвинуть. А что это? Под тряпкой лежит нож, хорошо. Ножи довольно полезны в последнее время. Тихо. Использовать. Ага, я знала, что тут будет что-то спрятано. Ключ и... Это что, рычаг? Так, повернуть рычаг. Воу. Булава. Это. Погоди. Мне сначала... подойти к двери. А какой двери? Булава, подожди. Использовать. Опаля. Хорошо. Так, и куда мы пришли? Свеча.
Осмотреть. Странно, пламя сильное, но дыма нет. Подожди, но мне надо что-то делать, да? Задуть. Блин, что происходит? Да ни хера непонятно. Ну, давай зайдем. Это что за херня? Что это за штука? Думаю, это самое плохое, что самое плохое в ней то, что она немного похожа на меня. Подожди, а это я же это отражаюсь, да? Погоди, а ну-ка. Ударить. Угу. Ну-ка. Ударить. Не получается. А если так? Ни хера. А если использовать? А если так? Не здесь. Подожди, я думал, что... А если как-то... Так. Во. Получилось. Я не очень-то хочу опять возвращаться в эту комнату. Так, что там? Кроме того, я не думаю, что в этой комнате что-то осталось. Ага. Корабль. Посмотреть. Трудно сказать издали, но выглядит абсолютно заброшенным. А, нет электричества. Но она за мной не пойдет уже, да? Ну да. Подожди, ну там получается... А, секунду. 3, 8... нашел. 3, 8, 4. Код к этому. К замку. Так. 3, 8, 4. Так, отлично. Панель. Включить. Рычага нет. Осмотреть. Здесь маленькое отверстие сбоку в панели.
Механизм. Посмотреть. Я видел такую машину раньше, когда в первый раз посетил этот злой мир мертвых. В тот раз моя кровь включила ее. Взять рычаг. Не понял. Так, рычага нет. То есть... А что это должно мне дать-то? Ну, то есть они одинаковые. Подожди, вариант... Надо раздавить себя, что ли? Что-то не пойму. Ну да, попробуем. Вон как все. Подожди-ка. А булава не подойдет? Никак? А, то есть раз. Я понял. Походу так, да? Перешла. Не здесь. Так. Что-то не понял я. А я же там. Угу. Пойдет. Так. Убрать ящик.
Включить. Пойдет. Убрать. Хорошо. А теперь убрать. И включить. То есть электричество мы включили, получается. Ну да. Ну, поехали. Goodbye, other world. Not a single sound reaches my ears. Well, maybe it's this vacuum. I stick my head into this ship, this helmet. Give me proof 'cause I need it. Воу. Давление там прям жестко какое-то. Прям это нереально, что так. Ну хотя там, наверное, резко так вниз спустились мы. Там дикая глубина какая-нибудь там, и там все раздавило нас. Так. Is that you behind my back, Mitzi? Miss Ashworth, I thought you were dead. I saw that man hit you right in the head. Me? Dead? No. No, I'm a tough old girl. You can't kill me that easily. Stop asking stupid questions. We have no time for that. Let's calm down, yeah? Yeah, okay, I can do that. What's this? Duct tape. Yeah, he had loads of that stuff. Maybe we can break this tape if we pull really hard? It won't hurt to try. It's pointless. We're completely wrapped in this damn tape. We're cocoons, stuck in a web, waiting to be eaten. But where's the spider? He's gonna play with us first, isn't he? Pull yourself together and stop talking shit. I can't think properly. How about those lockpicks that you always carry with you? You know, the ones you got from your dad and used to break into this place? But we aren't locked in a room, are we? We're wrapped in duct tape in case you forgot. How is a lockpick gonna help here? I don't know. It's probably sharp. You could use it to cut this tape. Well, even if that was the case, I can't reach it anyway. So let's forget the lockpicks and think of something else, alright? So, any ideas? Not that many, really. None at all, actually. I'm sorry. And you? What do you think we should do? We should kill the fucker. With what? We're tied up. Are you going to headbutt him to death? I will, if there's no other way. Come on, there's got to be something more sensible we can do.
I'm not gonna die here. Not like this. Did he hurt you? That bastard packs a hell of a punch. I've got a bit of a headache, but I think I'm all right. What about you, Mrs. A? Me? Fresh as a daisy. But I'll feel better after we've dealt with this unpleasant guest of ours. Do you think he's going to rape us? No, he is not. Don't worry, I'll figure something out. Let's just wait for him to come back. Sooner or later, they always make a mistake. Miss A, I'm sorry I had upset you. I shouldn't have pushed you so hard. And I'm sorry about the mug, too. It's all right. Water under the bridge. Maybe together we can pull this pipe off the wall? How is that exactly going to help us? Stop asking stupid questions and pull with me. Great, that's just what we needed. A cold shower. I used to like flowers, you know, like everyone else, or even more. There was this guy. I should have told him from the start I wasn't interested. But I didn't. Maybe I was interested. In a way, probably. Flattered would be a better word. It was 10 years ago. I can hardly even remember him now. He did that thing every week, because he knew Eric was at work and I was in the flat alone. So every Friday night I'd get flowers delivered by a courier. Who's Eric? Your partner? My husband. He was a taxi driver, worked every weekend, and I was still on maternity leave. Zoe, our little daughter, was only 6 months old at the time. Well, 5 months and 28 days exactly. She would be 11 now. Anyway, that one Friday evening's courier had delivered a big bouquet of the most beautiful lilies. Usually, I would have thrown them away, but I really liked them, somehow. They were extraordinary, absolutely stunning, and looked very expensive. I stood there looking at them, mesmerized. I didn't even hear the phone ring at first, but then I heard it loud and clear, as if I'd woken up from a strange dream, and I knew it was him calling. И написано: я знаю, что однажды ты скажешь «да». Если я собираюсь оставить цветы, то нужно выкинуть записку на случай, если Эрик найдет их. Они пахнут сладко и зловеще. Это самые красивые цветы за всю мою жизнь. Я люблю их. Так, подожди, в смысле? Это от кого-то, что ли? Цветы. Do you like the flowers? I asked you not to send me anything. I couldn't resist. You're all I can think of lately. It kills me that I can't see you. I would give anything. I'd better stop here. You know very well how I feel about you. You're wasting your time and money. You're right. Maybe I am. But you answered the phone, didn't you? You always do. Every Friday. You could have just let it ring. But you picked up because you wanted to talk to me. I know that. I'm not giving up so easily, Susan. You're a stalker. I should call the police.
I'm very badly in love with you, Susan. If that's a crime, then yes, call the cops and have them arrest me. I won't even resist. Oh, shut up. Just shut up, all right? Yeah, okay. I'm sorry, Susan. I got carried away. But please, just think about it. I have time. I'll wait. Listen, I have to go. It's getting late. Wait. Yeah? When I call you again next Friday, you will answer the phone, won't you? No. I'm sorry, but this is over. Goodbye and good luck. I guess I should do something about these flowers. I'd really like to keep them, but I don't want Eric to know I have a secret admirer. Так, надо выкинуть их просто. И выкинуть. Как-нибудь надо их выкинуть куда-нибудь. Так, спальня Зои. Кроватка. Тумбочка. Одна из тех дешевых самосборных тумбочек из супермаркета. Сейчас она крепко спит, моя девочка, она такая милая. Короче, слушай, кто-то, наверное... Я что-то не помню, просто сюжета... А, может быть, муж разозлился и убил. Эрик купил этот стол всего несколько недель назад в магазине подержанной мебели. Пока что у нас не так много денег. Будет легче, когда я вернусь на работу через пару месяцев, я думаю. Так, подожди, а что нам можем сделать? Блин. С виду они очень дорогие, но это не единственная причина, почему они мне нравятся. Конечно, они... Ну, почему они мне нравятся? Конечно, они просто прекрасны. Блин, не хочу нюхать ничего. Вот такого. Не, подожди, куда нам цветы деть? От них надо избавиться как-то. Да ё-моё. Это свадебный подарок от отца Эрика. У меня не так уж много времени для практики. Но когда я все же играю, что-то странное происходит. Кошки приходят на балкон и пялятся на меня. Они пытаются что-то мне сказать. Да хер знает. Так. Ох, нет, я не могу сейчас играть. Зоя проснется. Нет, это слишком очевидно. Эрик начал бы задавать вопросы. Я очень хочу избежать этого. Подожди, может быть... Не, на пианино он сразу заметит. Потом он будет спрашивать, кто мне их подарил. Нет, для них должно быть место получше. А, там приписки такие. Hide flowers, спрячь цветы. Ладно, войдем. Тумбочка. Now I can tell Eric that Mandy had brought them for Zoe. It seems like a pretty innocent lie. I doubt he'll notice anyway. I hope you're dreaming about something nice, my little star. Подожди, что-то я немножко... Eric must have come home early. But why? Я немножко запутался, подожди. Эрик — это муж. А тот цветы дарил поклонник, да? А я думал, что тот поклонник — это ее муж. А, ну, наверное, так, да.
You're back early. Is something wrong? Yeah, well, let's think about it for a minute. Is something wrong? Yes, Susan, there is. Didn't you watch television? Listen to the radio? Didn't talk to anyone today? What happened? Eric, just tell me what's wrong, okay? It was those bloody terrorists again, here on our doorstep. Would you believe that? So, it was a bomb? Yes, in a restaurant. There's chaos spreading all through the city. Everyone's panicking. The police and army are everywhere. But you don't even care, do you, Susan? Jesus. Are you alright? I'm fine. Did you get hurt? No, not really. But the cab smashed quite badly. I was just there when it happened. There was smoke. Clouds of dust so thick you couldn't see a fucking thing. So I stop, and all of a sudden some van hits me from the back. I hear my passengers screaming and shouting, and there's blood on the rear window. And just then another car drives right into us, and we're all stuck in that mess. Nobody knows what's going on, but imagining this might just be the end of the world. But no, it was some geezer with a bloody bomb. They closed all the main streets, in case there's more of them. What time was that? Around 7 p.m., I spent another 2 hours trying to get someone to tow the damn cab to the garage. Would you believe? Our insurance doesn't even cover this sort of thing. You should have called me. I did, 4 times. You didn't answer. I must have been... Yeah. You were busy with the baby. Every time it's the same old story. We've still got that wine in the fridge, haven't we? Get some glasses, Susan. I need a drink. Ну херня какая-то происходит. Ну, конечно, да, он в шоке. Хорошо, я принесу бокал, ты принеси вино. Alright, I'll get the glasses, you get the wine. But are you sure you don't want to take a shower first? No, I just need a drink. I can wash later. Но он в шоке. У него просто шок. Ну правильно там. Are you gonna get that? If it's Jerry, tell him I'm not here. I don't want to talk to them tonight. Дать могу? Ну, почему не могу дать? Да не хочу к телефону подходить. Ладно, пойдем поговорим. Hello? It's me again. I'm sorry, but I had to hear your voice again. I love you, Susan. Susan? You still there? Please, say something. Anything. Thanks, but we're already insured with someone else. Excuse me? Susan, it's me. The only thing I'm trying to sell to you is my heart. We won't be needing pet insurance either. What are you talking about? Would you like my husband to talk to you? He's just come home from work. He usually deals with insurance companies. Will you just put the phone down? Once you start talking to them, these insurance bloodsuckers will never leave you alone. Susan, I'm so sorry. Should I hang up? Just hang up, Susan. Alright,
Take care then. Then the arguing started. It slowly grew into something bigger, something horrible. Stupid remarks and old grudges mixed with alcohol turned into some sick exchange of pointless accusations. It wasn't the first time we argued, but it was the last. Just look at the state of this place. It's a mess. Listen, I know you're with Zoe all day, but it's not like she's still a little baby. She's 6 months already. You'll have to organize your day a bit better and get things done. If other women find time, why can't you? Eric, you're drunk. Get off my case, all right? Look, I understand you've had a very bad day, but it's not my fault that the bomb had gone off and your car was damaged. I'd really like you to calm down now. I'm sure we can sort everything out. We always do. Well, that's what you think. Yeah? And what do you think, Eric? What do I think? So it matters all of a sudden what I think. Well, I'll tell you. Sure. I think you're lazy, Susan. You do nothing all day, while I keep working my ass off to provide for this family. I think you're trying to shift the responsibility on me, like you always did. I think you use the baby as an excuse for everything. And I think you're an asshole. How dare you accuse me of such things? It only takes one look at the flat to see it's all true. Let me go. I have to check on Zoe. I left a window open in her room. She might be cold. That's right, just walk away. That's all you do, Susan. You can never finish anything. If there's one thing I don't want to finish, it's this stupid conversation. Why not? Are you afraid that I actually might be right? Are you scared of facing the truth? I'm sure Zoe's fine. It's the hottest summer we've had in years. It'll be good for her to have some fresh air in there. Won't you agree? I guess. Fine, never mind. I haven't done anything wrong. Of course not! Because you're fucking perfect, aren't you? That's not what I said. Well, if you're so perfect, yeah, then why are we here now, fighting? This is all messed up. You're behaving like a 5-year-old? What the hell is wrong with you? You, Susan! You always knew which strings to pull. To tip me over the fucking edge! Что такое? Капец какой-то дурак, как приперся весь. Бухнул, что-то срывается, что-то... Она... Я же тут недавно смотрел... Ну как недавно, относительно недавно смотрел ролик там. Муж поставил камеру, хотел понять, почему все... Ну, жена его постоянно уставшая. И он увидел, что она по дому там делает, это делает, то делает, это делает. Там с ребенком. Или тоже был такой момент, мужик остался с ребенком понянчить там сколько там. И через сколько-то дней убежал просто на работу, банально, говорит, не выдержал. Так что... А этот хер на такси гоняет, ну да, устает, ну понятно, все такое. Ну, в чем Сьюзан-то виноват? Че ты приперся-то, срываешься-то? Окей, ладно. Don't be nasty. I'm doing all I can. Are you really? Okay, doing all you can. You obviously care about your husband, coming home after a hard day's work. He's gonna be hungry. But wait, where's his dinner? Oh, let me guess. You didn't make it because you were too busy changing nappies, and singing, and playing, and washing. Yeah, I think so. And I'm not going to feel guilty about it. If you'd spent more time with our daughter yourself, you'd know how important these things are. So pardon me, there's no dinner for a hard-working husband. From now on, he's gonna have to cook for himself. Because, you know what? The wife is working just as hard, and she's really tired of being treated this way.
She better get used to it, cause this is just the start. There's gonna be some changes around here. I'm fed up of being pushed around by you. I put the bread on our table, don't I? I'm the man in this family! I will make the rules, and I'll get the respect I deserve. How can you talk to me like this? You're treating me like dirt. Didn't you forget something? I'm your wife. I'm the mother of your child. Doesn't that mean anything to you at all? A wife and a mother? Why don't you start acting like one? When was the last time you showed me that you care about me? All you ever talk about is the baby. I love her to bits, I swear I do. But I want to have a wife too. When was the last time you even kissed me? I'm not even talking about sex. Ugh, I knew it. Is that what bothers you so much? Is it? Of course it fucking bothers me. Does it not bother you that we never have time for each other? Look, we are new parents. It's always hard. All couples go through it, I heard. Well, fuck this. I heard different. Stop it! Stop it, Susan. I've only just started. We should finally say to each other what we really think, right? We didn't even notice that outside the storm had started. I was so absorbed in that stupid fight that I forgot all about the open window. Anyway, and the flowers. Those fucking flowers. Right there, by her bed. She had some rare allergy to pollen, but we couldn't have known that. How were we supposed to know? It's rare. She started coughing and choking. The next time we saw her, when we found her, she was... After 2 days of what seemed like a narcotic dream, Eric had gone out and never came back again. They found him nearly a week later. He drank himself dead in the woods. I nearly didn't recognize him when I saw him in the morgue. It really was a hot summer. He looked bad. Miss Ashworth, Thank you for telling me that. Now I understand. I understand why you're so sad all the time. What do you want from us? Are you deaf? Mitzi, let me handle this. Let us go right now, you moron! Mitzi! Leave her alone. Don't you dare! No! Take me instead! Take me. You hurt my friend. I will. What? What's going on? You're letting me go? Just like that? Where's my friend? What have you done to her?
Да, на этом, я думаю, будем заканчивать. Ну, давайте глянем, что случилось-то. You sick son of a bitch. What do you want me to do? I don't understand. Мне нужно найти что-то для нее, на чем можно стоять. И этот чертов стол слишком тяжелый. Stand still, Mitzi. I'm gonna be right back with a knife, and I'll cut you down, all right? They're eating you. This is... Don't look, Mitzi. Don't look. Глава 6. Легенда о кошачьей вдове. Эллен Роуд. We're really going to do it, aren't we? Yes, Mitzi. You will finally get your closure. Maybe I will get mine too. Did you take that map with you? Yes. We can always refer to it if we get lost. I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. But it'd be a good idea to cross people off.
Once we're sure it's not them, it might give us a clearer picture of how far we've got. Right. Okay. Good luck, Mrs. A. Mitzi, are you sure you're feeling up to it? This recent incident, it must have been pretty tough for you. No, I'm good. Never felt better, Mrs. A. Теперь в вашем инвентаре есть иконка Митси. Используйте Митси, чтобы взломать замок или попросить совета, если застрянете. Так, окей, ладно. Сохраняемся. Честно, хочу сказать об этой игрушке. Ну, личное мое мнение. Личное мое мнение, мне она не нравится. То есть, много болтовни. Некоторые темы какие-то затронуты, да, такие. Пытаются раскрыть нам персонажа открыть. Объяснить, кто такая кошатница, почему она такая стала. Почему грустная. Ну, не знаю, как-то... Много болтовни, наверное. Очень много болтовни. Сама механика убийства маньяков прикольная, мне нравится. Прям шикарно, прям ты ощущаешь прям удовольствие, когда убираешь эту мразь, этого паразита. Ну, не знаю. Ну, может быть, это и нормально. Но я не особо любитель, когда очень много болтовни. Прям реально много болтовни, прям. И куча выборов еще того, всего, 5-го, 10-го. Конечно, это разработчик пытается сделать реиграбельную игру. Ну, во многом многие не проходят такие игры по несколько раз. Потому что она длинная, много всего, и при этом там несколько концовок, понимаешь, ты на одну концовку идешь, например, там, а потом, опа, где-то там что-то решение, и у тебя опять та же концовка, которая есть, которая была до этого, например. И ты думаешь, а что там, может быть, только всего одна концовка у игры. Ну и... А потом узнаешь, что их там 4 концовки. А тебе опять заново все перепроходить. Огромное количество. Этот пласт этот игровой. Ну, не знаю, ребят. Не знаю. Ну, хотелось немножко побольше динамики. Ты вот включаешься в игру, и ты ловишь удовольствие от нее, когда ты начинаешь разбираться с маньяком. И когда нас королева червей говорила, что ты будешь убирать паразитов, я думал, мы все главы, которые есть в этой игре, будем заниматься тем, что выискиваем паразитов, убираем их, убиваем, что-то там, какие-то методы придумываем, там, раз не получилось, еще раз подходим, другой метод, третий метод. Я думал, такая механика будет, а здесь вот это вот человеческие вот эти отношения, взаимоотношения построенные, там что-то такое. Не хочу. Реально не хочу додумывать, придумывать, выдумывать что, да и как, почему так. Какие-то любовные треугольники. Все это, понимаете, это уже избито, уже это везде было. Это лично мое мнение, но я не ловлю удовольствия от этой игры. То есть у Downfall был такой Silent Hill'овский такой душок. Приехали в какой-то отель. Отеля, наверное, и не было. Это надуманное. Ну, там что-то какие-то там это... А может быть, был отель. Там это, 5-е, 10-е, королева червей, там что-то, там бегать, там... Прикольно. А здесь вот эти вот... Ну, не знаю. Все избито. Все уже... Никаких-то новых ходов. Чисто вот. Муж, любовник, ну, не любовник, там... Этот муж пришел пьяный, недовольный всем. И потом... Короче, ладно. Да пройду я эту игру. Ну, надеюсь, следующие игры от этого разработчика, ну, как-то немножко поинтересней будут. Вот. Игру... Нет, прикольная игра, но... Вот лично я высказал свое мнение, что вот мне такой формат не особо заходит. Это все мы видели. Везде смотрели, везде читали. Вот эти все вот такие вещи, происходящие на экране. Хочется чего-то такого интересного. Именно если бы всю игру построили на поиске подхода